Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такую веточку на елку. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы я буду использовать пенопластовые шарики разного диаметра. В Испании они продаются во всех китайских магазинах. Буду использовать вот такую нить с пайетками. Мне понадобятся вот такие гвоздики. Это обыкновенные гвоздики, также во всех китайских магазинах продаются. И сегодня я буду делать не гирлянду, как вы уже видели на елочке. Гирлянда делается такие же шарики, но крепится на любой жгут, на любую ниточку. А сегодня я буду делать веточку. И для этого мне понадобится еще флористическая проволока. И, конечно, клей. Сегодня я буду делать вариант веточки, но если кто хочет делать гирлянду, объясню, как это делать. Вы берете любой шнур, цепочку, на что вы хотите шарики подвесить. Я здесь делаю узелок, затем я укладываю, где мне надо приклеить, и затем делаю небольшое отверстие, узелок туда и заклеиваю клеем. И начинаю работать затем с пайетками. Объясню, как делать сейчас веточку. Я беру проволоку и плоскогубцами делаю вот такую вот загогулину. И несколько раз вот так прокручиваю, чтобы у меня образовалась небольшая платформа. Вот. И теперь эту платформу вот так выгибаю. И вот что получается. Теперь я беру проволоку и подклеиваю на пенопластовый шар. И даю немного закрепиться. Тем временем я беру пайетки. Первую убираю. Вот так прокалываю. Так, чтобы мне тут все не падало. Прокалываю гвоздиком. И этот гвоздик так не подклеилась у меня. Сейчас вам покажу еще раз. На камеру немножко неудобно. Вот сюда наношу клей. Вот. И теперь подклеиваю вот сюда. И заталкиваю в середину. Вот этот хвостик, чтобы мне не мешал, я также его подклеиваю. Даю закрепиться. И теперь начинаю работу. И буду укладывать все пайетки вокруг вот этой. Наношу клей. Клей я даже немного размазываю. И вот так аккуратненько все подклеиваем. Я захожу на 1/3 на предыдущую пайетку, чтобы у нас не осталось белого, не было видно именно пенопластовый шар. Можно его обтянуть, можно его покрасить, но я этого не делаю. И вот первый круг мы замкнули, и теперь переходим на второй. Вот так аккуратненько наносим клей и переходим на второй. И постепенно все заполняем. Вот что получается. Сначала вам будет казаться, что пайетки ложатся неровно, но это только кажется. И затем вот вы видите готовый шар уже, как это получается. И я продолжаю работу. Наношу клей, немного его даже размазываю и захожу на 1/3 на предыдущий ряд. Вот. И продолжаю работу. Ну вот ряд уже более-менее выровнялся. И я продолжаю работу. Ничего сложного. Наносим клей и подклеиваем пайетки, заходя на 1/3. Я не наношу сразу много клея, длинную полоску, примерно 2 сантиметра. Этого вполне хватает, и клей не успевает остыть. Все подклеиваем. И продолжаем работу. Я подхожу ко второму краю
И вот так постепенно заполняю пустое место. И сейчас покажу, как все свести на нет. Убираю, чтобы не запачкать. И вот наношу клей. Следим за тем, чтобы вот эта цепочка, да, не переворачивалась. Вот в некоторых местах она у меня была перевернута, и я ее вот назад. Вот видите? Сейчас доклею и покажу. Вот. Переворачиваем вот таким образом. И все у нас получается красиво. И все заполняем. Так, все, что у нас тянется, все эти ниточки, все, конечно, потом уберем, чтобы у нас все было чисто. И вот так вот тут укладываю, вот, постепенно. И сейчас полностью закроем вот это отверстие. Наношу клей. И вот так по одной полностью все закрываю. Лишнее отрезаю. Здесь можно воспользоваться еще одним гвоздиком. Так, сейчас подрежу, неудобно на камеру. Вот, можно воспользоваться еще одним гвоздиком, чтобы все закрыть и все у нас хорошо держалось. Чуть-чуть клеем. И вот в последнюю пайетку. И все закрываем. И вот что у нас получается. Я решила веточку сделать более такую основательную, так скажем, чтобы она не гнулась, поэтому нашла еще кусочек проволоки. Я одену вот так и тейп-лентой, у меня коричневой нету, зеленая, все закручу. Немного ее растяну и под углом вот так вот все соединю. Беру листики. Листики я делала точно так же, как мы делали по Асцентию с вами. Ссылочку я оставлю. Это плотный корейский бархат, обработанный клеем ПВА и наклеена вот эта проволока. И здесь уже каждый примеряет, как хочет, выше, ниже. Сейчас еще чуть-чуть подкручу. Вот, и примерю листик. Чтобы на елке у меня красиво все это смотрелось. Ну, думаю, вот так вот. Оставлю немного места, чтобы я могла листик выгибать. И вот так хорошенечко. Ой, порвала. Еще раз. Вот так все закручиваем. Теперь беру следующий шарик. Здесь мне тоже надо подклеить вот такую проволоку. Возьму еще один отрезок тейп-ленты и обработаю все вот эти стебельки. Так, хорошо, вот тут заворачиваем и спускаемся вниз. Можно делать листик на каждую вот эту веточку, прикрепить. Можно на одну. Это кому как нравится. Но я пока вот обработаю все вот эти
стебельки и вернусь к вам. Я решила, что все-таки лучше смотрится, когда вот на каждом стебельке будет листик, поэтому закрепляю листики и потом буду собирать все вместе. Вот, и собираю вот таким образом все свои веточки. Я скрутила 2 веточки и теперь вот так вот складываю. Здесь можно будет потом подогнуть выше, ниже, все это сгибается. И если я решаю вот соединить здесь, так еще чуть-чуть ниже, чтобы это все красиво смотрелось. И все соединяю. Вот, затягиваю, несколько раз прокручиваю. Затем все можно будет поправить и вывернуть в нужную нам сторону. Вот и вот так все. Теперь беру следующий. Смотрю, где мне удобнее и лучше расположить. Лучше, конечно, располагать это как бы вниз, вот так, чтобы что не все в одном месте, а чтобы это как бы именно красивая веточка смотрелась. Так, еще чуть-чуть. Устанавливаю следующую веточку. Вот так вот очень красиво смотрится. И закручиваю все. Все закрепляю. Если кому нравится больше листиков, можно добавить еще листиков. Так, у меня тут запуталось чуть-чуть. Все, отпутала. Вот, можно листик еще, чтобы веточка была более пышная. Сейчас чуть-чуть прокручу и все поправлю. И вот вы видите, что получается. Теперь я беру следующий шар. Вот. Так, еще чуть-чуть тут прокручу. Лишнее можно оторвать. Такие веточки очень красиво смотрятся на елочке. Пышно, красиво. И очень, когда это в одном цвете все. Наверное, многие видели в магазинах, они продаются. И сюда еще один листик. Вот это потом можно будет вот так все поправить. Вот сюда. Примеряем всегда несколько раз. И если вас все устраивает, то все это дело закрепляем. Вот. И у меня останется еще один шар. Сейчас я его тоже здесь закручу тейп-лентой и вернусь к вам. И вот у меня еще одна веточка. Я приделала сюда листик. Располагаю, как бы мне хотелось эту веточку видеть. На камеру немножко неудобно, так как у меня здесь место и хочется вам показать. Но сначала прикреплю тейп-ленту сюда. Прокручу ее уже по прокрученному стеблю, чтобы лучше все держалось. И примеряю следующий листок. Вот, мне кажется, вот так будет очень красиво. И сюда я добавлю еще один листик. Все затягиваю хорошенечко. И вы видите, получается такой стебель крепкий. И все красиво. И вот что у нас получается. Сюда еще один листик. И сейчас чуть-чуть ниже, чтобы не на одном уровне, а чуть ниже. И все закрепляю. И продолжаю работу.
И здесь край мы откусываем все лишнее. Немножко надо постараться, тут очень много проволоки, но все можно откусить. И все обрабатываем тейп-лентой в одну сторону и затем возвращаюсь назад. И все прокручиваю. И теперь мы вот расправляем листики вовнутрь, чтобы наша веточка была более такая живая и пушистая. Здесь у меня просится еще один листик. Вот я, наверное, его добавлю. И как добавляем листик? Мы сначала прокручиваем тейп-ленту на стволе, закрепляем. Немножко неудобно, потому что уже тут все закреплено. Но мне так хочется добавить именно вот такое пустое место там. Поэтому закрепляем сначала тейп-ленту, чтобы вам было видно. Сейчас я так прокручу. И теперь добавляю листик. Так, вот этот листик. Вот здесь он у меня будет. И тоже его закрепляю. И продолжаю работу. Ну вот я закрепила еще один листик. И сейчас все расправлю в одну сторону и в другую. И вот такая веточка у меня получилась. Вот такая веточка у меня получилась. Они очень красиво смотрятся на елочке. Если вы помните, в прошлом году мы делали цветы по Сентию и в этом же красном цвете. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.